Здравия всем, кто меня видит и слышит. С прошлым видео я немного поспешил. Дело в том, что когда приходит ответ, он приходит очень объемный и в запакованном виде. И чтобы узнать потом все детали, это все распаковывается не сразу. Сознание не может охватить всю картину целиком. И вот я не дождался всего одного дня до распаковки всей картины. И теперь я могу вам рассказать все пообъемнее, подетализированнее. Вот предоставляю вашему вниманию. Снова будем исходить из элементарного правила, как внизу, так и наверху. Вот перед вами обычная живая клетка. Представим себе, что вот это все Солнечная система. Вот здесь планеты Солнечной системы внутри. Вот здесь вот ядро находится в оболочке. В ядре в этом находится ядрышко, вот это называется. Вот, представим себе, что вот это ядрышко, это и есть Земля. Вот картинку поподробнее посмотрим. Вот это ядрышко. Вещество, которое заполняет ядро, называется хроматин, и оно состоит из хромосом и несет в себе генетическую информацию. Это мы с вами, вот здесь вот. И у этого ядра есть, естественно, оболочка. Это тот самый купол. Эта оболочка всегда была, есть и всегда будет, потому что должна быть. Это необходимый компонент для жизнедеятельности всей клетки, то есть Солнечной системы. Вот которые здесь есть элементы центриоль, митохондрия, лизосома, цитозоль. Вот представим себе, что вот это вот планеты, которые влияют, естественно, на нас, как вот в астрологии, вся астрология на этом построена. Поток, излучаясь из центра галактики, от Творца, от целого, проходя через эти компоненты, естественно, резонирует и трансформирует этот световой поток и плетет из него особый световой узор пространства, как мандалы такие. И, естественно, поляризует всех нас. И мы чувствуем, как влияют эти планеты, как влияет Луна. Но всей работой всей клетки управляем мы сами своим сознанием, своей широтой восприятия. Все вот это вот приводим или в гармонию, или в хаос. Вот посмотрите на славянскую матрешку. Это вот, если мы представим, что вот эти вот чакры – это точка сборки, где человек преобладает, то есть в каком частотном диапазоне, в какой форме мандалы он преобладает, в состоянии и широте восприятия. Вот широта восприятия вот этого, который внизу черненький, очень низкая точка сборки. Такой товарищ может общаться только с такими же товарищами. Поднимаясь выше в диапазонах, мы расширяем свое сознание и общаемся не только с клеткой, со всей клеткой живой и со всеми ее компонентами, но и можем общаться с соседними клетками, которые мы называем созвездиями. Это близлежащие живые клетки тела Творца. И наш мир, насколько я понимаю, он семимерный. Это его потолок мерности. Поэтому, чтобы общение с Творцом все-таки здесь было, на Земле есть русы. 16-мерные, которые ловят волю целого. Но это уже уровень волхвов. И вот, как вы уже поняли, мы можем соединяться в зависимости от широты нашего сознания, от диапазона, в котором мы находимся, с разными мерностями, разного частотного диапазона и разной широты.
Вот перед вами гармонический порядок 20 майянских солнечных печатей. Каждый из нас воплощается на Земле, неся свое предназначение. Душа, когда воплощается, рождается, она это делает в определенную расстановку, в определенный момент времени, который соответствует определенной расстановке созвездий, планет и положения в галактике. И все вот это с тем самым световым полотном, которое на Земле в тот момент присутствует, полностью наделяет душу ее предназначением. И вот здесь мы видим по вертикальным столбцам предназначение каждой воплощенной души для работы живой клетки Творца, для общения с соседними клетками, для общения с самим Творцом, в зависимости от широты восприятия. Вот первый столбец, читаем ввод, информируй. Под этими знаками рождаются души, которые слышат волю Земли, волю других людей. Если в мерностях поднялись, то волю самого Творца. Второй столбец – хранение. Помни, это хранители, которые сохраняют знания, навыки, умения, хранят память предков. Это вот их качество, их талант и их небесный дар. Третий столбец – преобразование. Понятно, что все развивается, все расширяется в сознании, и чтобы человечество поспевало за этим развитием, вот предназначены вот рожденные под этими печатями. Четвертый столбец – вывод информации, то есть выражай. Эти люди излучатели. Они излучают исходящий поток нашего мира. И пятая клетка, вот матрица, но это слово давайте воспринимать как мать. Саморегулирую, вот еще лозунг внизу. То есть это мать, которая следит за всеми своими детьми, чтобы все это гармонично взаимодействовало во благо всем. То есть это они видят все процессы. Это перед вами энергоинформационная структура Земли. Она, естественно, здесь намеренно искажена, чтобы никто ничего не понял. Но для осознания сути ее хватит. Вот смотрите, здесь есть узлы выхода потока и есть узлы входа. И вот таким образом Земля осуществляет свое общение с планетами, которые вокруг нее, с соседними живыми клетками, частицами Творца и с самим Творцом. Все работает вот на таких вот узелках. Они называются пупы Земли. А теперь посмотрим, что происходит прямо сейчас, в каждый момент времени. Вот это вот дура, это SpaceX ракета, носитель спутника. Спутник составляет систему Starlink. И вот посмотрите распределение этих спутников. Эти спутники являются глушителями и волновыми исказителями всех потоков, идущих к Земле и от Земли. То есть вне Земли ни одна планета, ни одна живая клетка Творца, ни тем более сам Творец не будут иметь понятия, что здесь происходит. Вот еще посмотрите картинку. Это снова Starlink система распределения вот этих вот паразитических спутников, излучателей. Вот еще очень показательная картинка. Вот смотрите, сверху нас они хотят накрыть вот этим вот полотном, одеялом, которое заглушит всю связь абсолютно. То есть мы начнем жить сами в себе, сами себя и пожирая. Без связи совершенно. На Земле ответная часть вот этой вот всей мерзоты – это оружие массового поражения,
которое мы знаем под названием опорные вышки сотовой связи. Вот излучатели сотовой связи, вот этих вот сверхвысоких частот, они воздействуют психо- и нейроспособом на нас. То есть они нас отупляют и вводят в хаос, потому что мы перестаем вообще что-либо понимать. У нас прекращается общение даже между собой нормальное, не то что там с чем-то высшим. И вот сверху вот эта вот гадость вся будет, снизу излучатели, которые вот у нас сотовые вышки вот эти вот. И на время, пока не включена вот эта вот система Starlink, с самолетов сыпят алюминиевую пудру. Алюминиевая пудра – это парамагнетик. Она как раз поляризуется вот этими самыми вышками, то есть нас пока закрывают таким вот пылевым одеялом из металлической пудры, чтобы общение сейчас свести к минимуму. И для чего это все делается? А вот для этого. Это раковая клетка, которая потеряла общение с целым, с соседними клетками и стала жить только внутри себя, пожирая все и вся. И вот когда Хиллари Клинтон сказала, что мы разобьем этот купол, она имела в виду, что она готова пускать уже метастазы, заражать все близлежащие частицы Творца, все его живые клетки своей вот этой вот мерзотой. И она при этом сплюнула 2 каких-то гнойных яйца изо рта. Этим она показала, что души на Земле, которые захвачены, введены в морок до состояния раковой природы, она готова их засеивать вовне этой клетки. То есть она дальше хочет заражать все вокруг. То есть она подала сигнал, что души для заражения всего остального созрели, то есть пора раскидывать эти семена. А теперь я покажу для вас свое видение выхода из этой ситуации. Прочитаю волераспоряжение. Я, искра Творца, воплощенная в земном теле, чина муж, на службе рода, Сергей, сын Виктора из рода Юровских, приказываю всем и каждому, кто занимается внедрением, разработкой, изготовлением, распространением, обслуживанием и применением приборов, устройств, механизмов и веществ, влияющих на геном подсознания, сознания, надсознания и сверхсознания, любой разумной формы жизни на Земле и в Солнечной системе, вывести незамедлительно из строя, отключить все средства воздействия, прекратить размещение спутников, наземных излучателей и распыление компонентов с самолетов. И в срок до 28 февраля уничтожить все перечисленные средства. Всем захваченным, омраченным душам проявить всю правду о влиянии на них служб морока, снять все отягощения и предоставить им право на выбор пути с чистого листа. Всем структурам так называемого глобального правительства передать все родовые бумаги, летописи, рукописи, активы, пассивы и ресурсы их истинным хозяевам, централизованным в родовые общины и народные советы. После чего передать родовым общинам и народным советам все полномочия в срок до 28 февраля. Донести это волераспоряжение для всех и каждого, вольно или невольно причастных к структурам захвата. Второй раз. Я, искра Творца, воплощенная в земном теле чина муж на службе рода, Сергей, сын Виктора из рода Юровских, приказываю
всем и каждому, кто занимается внедрением, разработкой, изготовлением, распространением, обслуживанием и применением приборов, устройств, механизмов и веществ, влияющих на геном подсознания, сознания, надсознания и сверхсознания любой разумной формы жизни на Земле и в Солнечной системе, незамедлительно отключить и вывести из строя все средства воздействия, прекратить размещение спутников, наземных излучателей и распыление компонентов самолетов. И в срок до 28 февраля уничтожить все перечисленные средства. Всем захваченным омраченным душам проявить всю правду о влиянии на них служб морока, снять все отягощения и предоставить им право на выбор своего пути с чистого листа. Всем структурам так называемого глобального правительства передать родовые бумаги, летописи, рукописи, активы, пассивы и ресурсы их истинным хозяевам, централизованным в родовые общины и народные советы. После чего передать родовым общинам и народным советам все полномочия в срок до 28 февраля. Донести это волераспоряжение до всех и каждого, вольно или невольно причастным к структурам захвата. Воля выбора не нарушена за неисполнение, лишение живота и перенос в инферно. Организаторам захвата наших земель за неисполнение, полное уничтожение и распад на первые элементы. Мое слово твердо, воля непреклонна быть посему. И третий раз. Я, искра Творца, воплощенная в земном теле, чина муж на службе рода, Сергей, сын Виктора, из рода Юровских, приказываю всем и каждому, кто занимается внедрением, разработкой, изготовлением, распространением, обслуживанием и применением приборов, устройств, механизмов и веществ, влияющих на геном, подсознание, сознание, надсознание и сверхсознание любой разумной формы жизни на Земле и в Солнечной системе, незамедлительно отключить и вывести из строя все средства воздействия, прекратить размещение спутников, наземных излучателей и распыление компонентов самолетов. И в срок до 28 февраля уничтожить все перечисленные средства. Всем захваченным омраченным душам проявить всю правду о влиянии на них служб морока, снять все отягощения и предоставить им право на выбор своего пути с чистого листа. Всем структурам так называемого глобального правительства передать все родовые бумаги, летописи, рукописи, активы, пассивы и ресурсы их истинным хозяевам, централизованным в родовые общины и народные советы. После чего передать родовым общинам и народным советам все полномочия в срок до 28 февраля. Донести это волераспоряжение для всех и каждого, вольно или невольно причастных к структурам захвата. Воля выбора не нарушена за неисполнение, лишение живота и перенос в инферно. Организаторам захвата наших земель за неисполнение, полное уничтожение с распадом на первые элементы. Мое слово твердо, быть посему, и воля моя непреклонна. И еще у меня есть пара слов к этим службам. Сейчас я обращусь к ним. Есть такая фраза, это самая гнилая фраза на свете. Я вынужден это делать, чтобы кормить своих детей. Вот под этой фразой совершались самые страшные преступления на земле. Любое существо, каким бы низким оно ни было, для своего выводка готово идти по трупам. И вот я сейчас покажу, к чему это приводит. Вот смотрите, если служитель паразитической системы думает, что он обеспечивает своих детей, и он вынужден работать и заниматься этой мерзостью, то он обязательно будет лишен живота и перенесен в инферно. И
как это называют русы, его семья становится выродками. Потому что тесная связь на уровне родового ДНК никто не отменял. Если один из рода опустился ниже возможного, то весь его род, дети, родители, братья, сестры начнут выгнивать изнутри. И поэтому смысл этой фразы отпадает начисто. Причем это будет не просто смерть для его рода, все они потеряют свои души. И будут, естественно, консервами, батарейками, невольниками. В общем, сами понимаете смысл этой фразы теперь. Всю глупость. И теперь обращусь к разумным мужчинам и женщинам. Дело в том, что когда снимутся все эти исказители, подавители, отключатся волновые модуляторы сознания, мы войдем в полосу возможностей. А это означает, что нужна очень строгая гигиена мыслей и состояний. К примеру, если человек застрадался, он не видит уже просвета в жизни, то возможности, которые ему дадутся, они послушаются его основного посыла «Я не хочу жить». И это все исполнится. И вот поэтому сейчас нужно очень в форсированном режиме успокоиться, отодвинуть в стороны все вообще свои дела, бросить работу, потому что работы не будет, это точно. Если вы еще не поняли, старого мира больше нет. Кто за него цепляется, тот умрет. И вот все это производство Ночи Сварога, которое сейчас есть. Поэтому я вам настоятельно рекомендую наплевать на это все. Сейчас самое главное — осознать себя. Важнее этого ничего нет. От этого зависит не только ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность их душ и вашей души. Поэтому я вот вам предлагаю, по-моему, с 18 февраля начнется галактический цикл 13 тонов творения. На сайте yamaya.ru я ссылочки внизу оставлю. Посмотрите. И вот с 18 февраля бросьте вообще все, чем вы занимались. Если вам мешает семья или город, любым способом уединиться, если вам это все мешает. И на эти 13 дней, это полный цикл творения галактического, поставьте в первый день там день постановки цели. И в первый день поставьте себе целью самое главное — осознать себя в этом мире, свое предназначение, понять свой путь и вообще разобраться, кто мы есть и что вокруг нас. И вот за эти 13 дней вы почитаете эти тона творения, там даны рекомендации на каждый день и направление мыслей, куда нужно мысли направить. За эти 13 дней я очень надеюсь, что вы многое поймете, потому что даже, сами знаете, немного побыть одному человеку практически стало невозможно. Человек сам не может вынести общение с самим собой в тишине. Наш мозг уже настолько разорван вот этими вот нервотрепками, непонятками, что он как заводной все время царапается, ищет за что зацепиться. Ему все время нужна какая-нибудь жвачка. И вот
Даже если вы не будете следовать этим тонам творения, вы хотя бы побудете наедине с собой, в недеянии ума, постарайтесь меньше вообще месить всего, перейдите в восприятие в основном. Вопрос у вас в фоне всегда будет: кто я, зачем я, что происходит, что вокруг меня, как с этим взаимодействовать. И вот этот вопрос, он будет вбит в фоне, и больше ни о чем думать не надо. А перейти в чувственное, образное и мыслительное восприятие. Просто впитывать все, что вокруг, не критикуя, не отвергая, а просто воспринимая и понимая, что это все для меня. Когда вы вбиваете вопрос, я вот так получаю ответы, когда вопрос у меня возникает, все пространство начинает поворачиваться, чтобы мне принести ответ. И потом они распаковываются, детализируются. И я уверен, что у вас произойдет точно так же. Не надо ни на кого молиться, никого просить, умолять, на коленях стоять, лбом об пол стучать. Это все глупости. Нужно успокоиться, выровняться, принять, что этот момент не изменить никак. Вот каждый момент сейчас, он такой есть, и его не изменит никто. Он уже есть. И в нем нужно успокоиться. Никакой вражды, никакого сопротивления, потому что вот этот момент уже не изменить. И вот когда вы это ощутите и отпустите себя, в вас перестанет вот клокотать вот эта война и мыслительная каша вот эта булькать. И вот тогда вы можете получить ответ. Любой вопрос будет для вас развернут. И распространите это видео максимально. После того, как вы успокоитесь, найдете в себе точку покоя, примиритесь со всем, осознаете, кто вы, прочитайте вот подобное волераспоряжение. Можете, как у меня, прочитать, можете свое сделать, написать, как вы мыслите и думаете. Прочитайте его 3 раза обязательно, потому что инфернальные сущности даже с 2 раз не понимают. Тройная подача работает прекрасно. Уже много случаев, когда 3 письма, 3 волеизъявления были неправильно восприняты, то есть несерьезно, с хихиканьем, и адресат умер. Еще одно очень важное обстоятельство. Расскажу вам про силу слова. Вот когда вы будете читать волераспоряжение, можете его записать на видео, выложить куда-нибудь на канале Ютуба, попросить у кого-нибудь. Оно точно сработает, если, читая его, вы каждое слово будете подтверждать образом. Вот когда вы говорите «я», такой-то, такой-то, вы представляете, что вы – это связь небес и земли. То есть вы ловите волю небес, соединяетесь с землей и приводите все вокруг в гармонию. Вы посредник между небесами и землей. Сотовые вышки, когда говорите, вы их представляете. И вот каждое слово у вас должно разворачиваться образом. И тогда это все точно сработает. В этом волшебство силы слова. И вот в эти 13 дней очень рекомендую постоянно слушать. Есть такой гусляр, Атман Правислав. Я имя его напишу под видео.
он поет и играет на гуслях. Гусли – это очень волшебный инструмент. Вибрация вот от многострунного инструмента, она влияет на правое полушарие. Слова, которые поет не он, я уверен, что это через него поют, через Владимира Капункина, который Атман Правислав. Они влияют на левое, логическое полушарие. И получается очень гармоничное воздействие на все сознание человека. Вот я его когда начал слушать, когда мне его подсказали послушать, я очень сильно изменился, очень сильно. Очень вам рекомендую его послушать, поможет вам выровняться. Ну и в эти 13 дней необходимо простить себя, простить всех, осознать, что все это было под волновым нейро- и психовлиянием, то есть нами управляли программы, которые не являются нами. Дергали нас за ниточки. И вот когда вы прочитаете, мы прочитаем, много нас прочитают это воля распоряжения вслух, с образным восприятием каждого слова, то это и будет самым сильным действием, которое возможно в этом мире. Потому что мы таким образом будем проводить на Землю внимание Творца. И вся природа, все, что вокруг есть, будет подчинено именно этой воле. Я думаю, мы пришли на Землю именно для того, чтобы научиться именно этому. Я в этом уверен просто. Потому что месилово топорами, оно уже осталось позади. Оно ни к чему не приводит. И к тому же две враждующие стороны, это просто кто-то больше обманутый, а кто-то меньше обманутый. А самая вот эта вот крыса, которая всех запутала и стравила, она всегда остается в стороне. Так что получается, что это будет опять убийство своих же. Так что вот, меч правды занесен, пока он указующий, право выбора остается. Или они перестают это делать, или меч начинает срубать тупые головы. Это их выбор тоже надо уважать. Есть невольники, которые идут как отмороженная торпеда. Ее один раз запустили, и она ничего не видит, у нее глаза зашорены, она идет только вперед. Ну, такие погибают, естественно. И распространяйте это видео. Я поставлю стандартную лицензию YouTube. Претензий от меня не будет. А для операторов социальных сетей я скажу, что если это видео будет блокироваться, то тот, кто это делает, кто причастен к его блокировке, обязательно умрет. И попрошу вас, у кого есть возможность, перевести этот ролик на максимальное количество иностранных языков и распространить его в другие страны, потому что это все работает только для тех, кто увидел это видео. Дело в том, что наказание никогда не приходит извне. Оно приходит всегда изнутри. С приходом правды, осознание внутри, что человек творит, приходит и ответ пространства. То есть включается или самоуничтожение, или человек прозревает и начинает развиваться, расти в сознании. Вот на сегодня все сказал, что хотел. Всего вам доброго, мудрости вам, радости.
и духовного роста. До новых встреч!